Вот такая идея для ужина сегодня. Китайские пельмени. То, что я делал 3 недели назад, были заморожки, надо было их использовать. Индийские мясные самоса. Китайские роллы. И булочки на слоеном тесте с сыром. Итак, всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в мою кухню. Сегодняшнее видео я только хочу подкинуть идею, что можно приготовить в качестве ужина. Дело в том, что у меня много полуфабрикатов собралось в морозильнике и надо израсходовать. В первую очередь я решил сделать булочки с сыром из слоеного теста. Это обалденно вкусно. У меня в семье это любят. И чтобы время не терять, я просто покажу, как я буду делать. Единственное, что я повторяюсь, я никого учить на моем канале не хочу. А я просто подкидываю идею, если вы, может быть, давно не делали булочки со слоеного теста, то почему бы и нет. Слоеное тесто приходит уже в специальной бумаге, которой я пользоваться не буду. У меня своя бумага тут есть. Она намного лучше и испытана, не подводит. Так что в первую очередь я возьму тесто. Немножечко раскатаем. Слегка. Сильно раскатывать слоеное тесто не советуют, потому что она иначе подниматься не будет или свойства слоености может потерять. Вот так я взял тесто. Здесь я сразу сейчас сыром посыпем. Я знаю, что эти булочки очень вкусные, и у меня в семье это любят. И очень хорошо ее к чаю или просто вот так. Тестом пройдем, то есть сыром. И завернем. Такой ролл сделаем, колбасочку. В то же время я скажу, что у меня духовка нагревается до 180 градусов. Вот так завернули. И здесь, где у меня шов, я просто прилеплю, чтобы ничего не расходилось. Потому что в каждой семье бывают моменты, когда морозильник полный продуктов, и которые надо израсходовать. И у меня получилось так, что у меня много чего в морозильнике надо израсходовать. И со своими я сегодня поговорил в семье, и мы решили, что будем делать все из полуфабрикатов сегодня. Вот так я ролл сделал. И разрезаю пополам. И пытаемся сделать примерно одного размера все булочки. Такие рулеты получаются. Так берем и сюда я на противень складываю, так плюс немножко. Получается, у меня получится 2 противни, потому что я буду пользоваться 2 теста. 2 упаковки теста я пользуюсь, но выпекать буду я в разные, одну противень
плотвелень выйдет, вторая плотвелень у меня пойдет, потому что я обратил внимание, что когда я ставлю две плотвелени, то одна плотвелень быстро не выпекается и берет время на выпечку. То есть они выпекаются неравномерно. Приложим. Вот так я делаю. И теперь я возьму болтушку. Болтушка у меня здесь желток с молоком. Сейчас это мы промажем как следует. Сразу повторяюсь, я никого не учу на этом канале, тем более я не умею делать слоеное тесто сам. Но я показываю и делюсь с вами идеями, что я делаю дома. Может быть, я вам подкину идею, если вы такое давно не делали. Так, также у меня тут немножко кунжута есть, сверху кунжутом присыпем слегка, все будет красивее. Вот так выглядит. И отправляю в духовку 180 градусов на 15 минут. Так что с Богом. Итак, первая партия вышла. Сразу же сейчас попрыскаю немного водою и накрываю чистеньким полотенчиком, чтобы они не высыхали сверху. Выпекал я 180 градусов 20 минут. Итак, булочки у меня все испеклись, вторая плотвелень вышла. Теперь я начну жарить в масле такие мясные самосы у меня. Выпекается при 180 градусов 8-10 минут до золотистого цвета. Это индийская кухня, но надо израсходовать. У меня масло здесь подогрелось. Высыпаю я самосы все сюда. 8-10 минут или до золотистого цвета. Итак, самосы готовы. Смотрите, какой красивый золотистый цвет приняли. Сейчас немножко оттекут от масла. Сейчас принесу в форму. Вот так. И теперь они оттекут немножко от масла, я перенесу их в тарелочку. И третье блюдо, вот у меня такие spring rolls или роллы китайские, их тоже мы будем сейчас жарить. Жарятся они сравнительно быстро, где-то 7 минут. Это третье блюдо у меня. И вот spring rolls, эти роллы тоже готовы. Сейчас немножко они отойдут. Бумага заберет все масло, и тогда перенесу в эту тарелочку. И четвертое блюдо с полуфабрикатов. У меня такие сделаны пельмени китайские. И их я хочу сделать на сковородке. В первую очередь, как я и делал, у меня видео где-то есть, я делал 2-3 недели назад. Вы там можете посмотреть, как я делал. Но их надо расходовать тоже. Так что на сковородку я налил много масла. Сейчас я все сюда отправим. У каждой хозяйки или в каждом доме бывает такой момент, когда у вас продукты накапливаются в морозильнике, и чтобы не старели, надо их израсходовать. Пытаюсь вместить как можно, чтобы все можно. Сейчас накрою на пару минуточек, пускай пожарятся. И тогда зальем водою. Итак, теперь заливаю водою. И пускай доходит паром. Так что встретимся, как это уже все приготовится.
Итак, сегодня с вами поделился идеей, что можно приготовить дома. В моем случае я сделал все из полуфабрикатов, потому что у меня в заморозке очень много продуктов, то что надо израсходовать. И сегодня я решил сделать вот таким образом, как шведский стол. Каждый берет, что хочет. Сделал в китайском стиле пельмени, то, что я лепил 2-3 недели назад, у меня видео есть, посмотрите там предыдущее видео. Потом я сделал в качестве идеи индийские самосы мясные, потом китайские роллы и булочки на слоеном тесте с сыром. Знаю, что слоеное тесто я не умею делать, покупал слоеное тесто, но показал, как просто их лепить. Сразу же скажу, что я никого учить не хочу и не учу на моем канале. Я просто вам подкидываю идею, что можно приготовить дома в качестве ужина, или то, что у меня сейчас получилось порадовать гостей тоже. На этой ноте хотелось попрощаться. Моя семья садится теперь за ужин, а вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем приятного аппетита и пока-пока.